Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня у нас с вами вкусная прогулка, поэтому я вам советую перед тем, как смотреть это видео, сделать себе чашку кофе. Сегодня я вам покажу несколько симпатичных кафе в Париже и не только. Ну что же, попробуем. В кафе-галерее Вивьен был очень неплохой капучино и очень вкусные круассаны, так что это можно посоветовать. А теперь давайте с правого берега перейдем на левый берег, уже вам известный квартал, потому что я снимала видео о двориках парижских. Мы пойдем с вами в знаменитый двор Бо Пассаже возле магазина Le Bon Marché. Несколько лет назад в Японии, в Киото, в районе Гион, я зашла выпить кофе в кафе с вывеской «Арабика». Необыкновенный вкус кофе забыть было невозможно. И вот японское искусство обжарки теперь в Париже. Попробовать кофе по японской технологии можно в квартале Бо Пассаже. Бо Пассаже – это новый адрес парижской гастрономии. По замыслу основателя, роль бариста теперь состоит не только в том, чтобы подавать лучший кофе, но и в том, чтобы способствовать рождению моментов, которыми можно поделиться. Очень хорошо сказал основатель этой сети кофеин. Мы живем только один раз. Так что давайте исследовать мир, в котором мы живем, ставить цели и наслаждаться нашим временем вместе за удивительной чашкой кофе. Из напитков здесь все согласно классике. Эспрессо, латте, есть еще матча латте, ведь Япония – это страна зеленого чая. Интерьер кафе задумывался как рёкан, чтобы внести некоторую долю спокойствия в городскую суету. Дизайн был разработан японской студией Ондо. Вы заказываете напитки на кассе, оплачиваете и дальше ждете с чеком в руке. Готовят быстро, но какое-то время на очередь все же уйдет. Здесь очень вкусный кофе и матча латте необыкновенный. Кофе очень мягкая обжарка, потрясающая игра с молоком, сладость напитка, текстура пенки, незабываемый вкус. А теперь давайте отправимся в 19-й округ на северо-восток Парижа. Парк Бют-Шумон – любимое место отдыха парижан, особенно тех, кто живет рядом с парком. Необыкновенно живописный, один из самых больших, почти 25 гектар территория. Парк построен в конце 19 века, а в средние века здесь были гипсовые карьеры. После прогулки по парку стоит выпить кофе в весьма уютном семейном кафе, а дальше прогуляемся по малоизвестному кварталу Музая. Музая – это маленький райский уголок, расположенный в самом сердце 19-го округа, в 2 шагах от парка Бют-Шумон. Он поистине очаровательный. В этом районе вы почувствуете себя как в деревне, ведь здесь нет высоких зданий. Когда-то здесь были гипсовые карьеры, это продолжение гипсовых карьеров, что и в парке Бют-Шумон, потому что район этот буквально в 2 шагах от парка находится. И здесь сохранилось очень много подземных галерей, поэтому невозможно строить высокие башни, к счастью для нас. Мощеные улочки, домики с садами, цветы на дорожках, шум Парижа кажется очень далеким. Дома эти были построены в конце 19-го, начале 20 века. И стоили тогда, в начале 20 века, эти дома достаточно дешево. И даже можно было взять кредит для покупки дома аж на 50 лет. Сейчас здесь насчитывается около 250 домов, и стоимость этих домов может доходить от 10 до 12 тысяч евро за квадратный метр.
Кстати, название Музая – это гора и город в Алжире. С взятия перевала Музая в 1830 году началась французская колонизация Алжира. Вот этот интересный дом построен был в стиле Людовика XIV, в стиле 17 века. В кафе «Де Флёр» на бульваре Сен-Жермен стоит очередь, но мы с вами не будем стоять в очередь, мы пойдем совсем в другое кафе. И вот в это кафе «Де Маго» тоже очередь, и мы с вами тоже сюда не пойдем. Здесь в основном туристы. И еще одно симпатичное кафе рядом с музеем Орсе на улице Университетской. Уютный дизайн, свежие продукты, капучино выше всяких похвал. Вкус капучино бархатистый, послевкусие мягкое, карамельное. Merci. Bon appétit. И в 10 километрах от Версаля есть вот такой магазин фермерский, где продают продукты. Здесь есть тоже кафе, где мы, конечно, выпьем чашку чая или кофе и что-то вкусненькое съедим. А это кафе находится прямо в магазине. В магазине, большой фермерский магазин, где можно не только продукты купить, но и позавтракать или пообедать. И поскольку мы пришли рано утром позавтракать, то заказали галет. Галет, то есть это блинчики из гречневой муки. Очень интересный декор в этом ресторане. Начнем с соленого. Это у нас саразан, блин из гречневой муки с ветчиной и сыром. Хрустящий, да, вкусно. Delicieux. Наша прогулка подошла к концу. Надеюсь, что вам было интересно. Спасибо вам за ваши доброжелательные комментарии. Спасибо вам за то, что вы смотрите мои видео. И, как всегда, до новых встреч на канале о Франции не только. Пока!